Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! И в этом видео я расскажу вам все про это новолуние, которое случится с нами 13 ноября 2023 года. Поэтому присаживайтесь поудобнее, я буду рассказывать. Дорогие, а если вы еще не подписаны на канал, ставьте колокольчик, подписывайтесь для того, чтобы регулярно получать уведомления и не теряться в этой огромной ленте новостных постов и видео. Да? Поехали, мои дорогие! Да, дорогие друзья, это новолуние открывает новый астрологический лунный цикл. Происходит оно в знаке Скорпиона. Этот лунный цикл начинается 13 ноября и заканчивается 12 декабря. В момент новолуния Солнце будет в соединении с Марсом, что говорит о такой очень сильной и мощной комбинации. Плюс к этому будет в оппозиции к Урану. Все это добро происходит с нами на оси Скорпион-Телец, что говорит о том, что месяц будет ого-го. И новый лунный цикл, он будет не просто замечательный, он несет очень много физических и эмоциональных, финансовых в том числе возможностей. Да? Так как этот лунный цикл происходит после как раз-таки коридора затмений, нас ждут с вами невероятные впечатления, море событий и прорывных эмоций. Вы спросите меня, почему я делаю ставку именно на этот лунный цикл, потому что следующий лунный цикл открывается, начинается, называйте как угодно, но вместе с ретроградным Меркурием. Поэтому сами понимаете, что все акценты расставляем в ноябре. В ноябре расставляем, в начале декабря доделываем. Именно так, если коротенько можно разбить как раз-таки этот лунный цикл. Чем это новолуние отличается от всех остальных предшествующих, которые были в этом году, во всей другой нашей жизни и тому подобное? Ну, просто потому, что это новолуние, оно такое, одно из решительных. Ноябрь месяц, он всегда, в принципе, по классике был сложным месяцем, но он сложный тогда, когда мы ничего не делаем. Когда мы делаем, когда мы действуем, когда мы, я бы так сказала, бьемся за свою жизнь, когда мы идем вперед, когда мы не останавливаем, ноябрь дает нам очень много плюшек, и это, естественно, плюшки в основной своей массе, либо решенные кармические задачи, либо же это как раз-таки финансовая выгода, да, то есть поднятие того материального уровня благосостояния, прорывные творческие способности, да, колоссальные возможности коллективной энергии, если мы идем и растем вверх. Да. Напоминаю, именно это новолуние будет в соединении с Марсом, да, Солнце будет в соединении с Марсом, что дает просто невероятный, очень мощный заряд агрессивной энергии. А агрессия, естественно, очень классно у нас конвертируется в деньги, да, то есть сила, мощь движения – это, естественно, деньги. Марс – планета, которая отвечает за наше движение, за нашу мотивацию, за нашу активность, за наше яркое проявление, на то, что у нас есть силы, на то, что у нас силы нет, да. И как раз-таки в это новолуние сил у нас будет, ну, на месяц вперед, да. Поэтому ни в коем случае эту энергию не упускайте. Есть один минус, но он же тоже его можно конвертировать в плюс, да, то есть на момент новолуния Солнце в соединении с Марсом будет в оппозиции с Ураном. Это, конечно же, сложно для людей, кто привык жить стабильно, кто привык жить, то есть там от зарплаты до зарплаты могут быть задержки, кто привык жить вот обычной такой приземленной жизнью. Почему? Потому что Уран – планета абсолютной нестабильности, планета, которая любит вот так за один щелчок обнулять все планы, рушить все проекты, новые, то есть там начинания, новые дела, проекты, какие-то мысли, идеи. Но также, если вы не отступаетесь от себя, это планета, которая дает какие-то невероятные, очень быстрые возможности, да, то есть
есть это та энергия хайпа, это та энергия, когда обычно про это говорят: удача пришла ко мне, да, чудо случилось. На самом деле это просто Уран совершил такой, я бы так сказала, прыжок с переворотом, да, и вот именно вы попали как раз-таки в ту лотерею, да. Уран, кстати, та самая планета, которая отвечает за лотерею. Уран та планета, которая отвечает за разводы. Уран та планета, которая отвечает: было у человека все, и вот стало ничего. Точно так же, как Уран отвечает: у человека не было ничего, и вот он там, я не знаю, за один какой-то момент получил все, да, то есть за одно какое-то там, я не знаю, встретил нужного человека, и жизнь у него закрутилась, да. Поэтому Уран планета очень интересная, если, конечно, вы соблюдаете такую внутреннюю свободу, если вы понимаете, что все люди равны. Если вы следуете законам Урана, то он помогает. И здесь, конечно же, сложновато будет в новом лунном цикле следовать законам Урана, потому что здесь необходимо понимать, что есть свобода, при этом не просто любить, ценить свою свободу, но давать эту свободу другим людям, да. То есть свобода в раскрытии, раскрытие творчества, все креативные, гениальные идеи, мысли, они все идут под Ураном. Поэтому, да, здесь и есть как раз-таки та небольшая или большая сложность для многих. Нам еще всем очень сложно перейти как раз-таки вот самую в эру Водолея, в которой мы все так идем и стремимся. Сложно отпустить вот этот вот старый контроль, да, к которому мы все привыкли. Все, что с укладом общества, с момента нашего воспитания, нашего детства, воспитания наших родителей. То есть нам сложно отпустить вот эти устои и начать мыслить по-новому, да. Как раз-таки Уран отвечает за то, чтобы мыслить и жить по-новому. И это задает определенную сложность, потому что все, что складывалось исторически, оно записано у нас у всех на подкорке. Поэтому да, перестроиться на эру Водолея очень сложно. И я вас здесь, как астролог, всех понимаю. Итак, коротенько, кому будет хорошо в это новолуние? Ну, будет, я бы так сказала, хорошо, с разной эмоциональной окраской, это Скорпионом, да. Ну, Скорпион вообще будет думать, что у него день рождения, у него фейерверки, на самом деле так и есть. Многие Скорпионы близ новолуния запускают соляры, и это прекрасно. С днем рождения вас, дорогие любимые Скорпионы, потому что вы будете, как говорится, грести больше всех. Эмоции, энергия будет на вашей стороне, поэтому не бросайте все задуманное, не уходите в депрессию, потому что водным знаком будет, я бы так сказала, эмоционально сложновато. Но так как вы в своей стихии, и раком, и Скорпионом будет с фейерверками, на самом-то деле из всех водных знаков будет классно, прям классно рыбы. Рыбы будут спокойны, у рыб все будет хорошо. На рыб никак не плохо не повлияет это новолуние. Они будут спокойно проходить все уроки месяца, и будет прекрасно, да. Кому будет вот прям сложно, очень сильно заденет это новолуние Тельцов. Тельцы будут думать, как будто почва уходит из-под ног. Водолеи, ну потому что прямой правитель Уран прям решил пошалить именно в это новолуние и открыть новый лунный цикл, да, именно вот с такой серьезной оппозицией к Марсу, к Солнцу, сотворить, ну, реально определенную дичь. Поэтому водолеи будут, конечно же, удивляться от тех плюшек, которые будут с разных сторон к ним прилетать. Но, дорогие водолеи, если вы до сих пор живете в каком-то болотце, в своей какой-то такой странной, непонятной, не развивающейся зоне комфорта, тогда для вас это новолуние будет максимально сложным. Эмоционально сложным события будут происходить, ну, будут случаться обнуления, да, там уволили с работы, выставили чемодан за дверь, абсолютно разного рода обнуления будут случаться в жизни, да, будьте, кстати, аккуратнее на дороге, дорогие водолеи. Кому еще будет хорошо? Будет близнецам. Близнецам будет
не очень хорошо, но у близнецов будет интуиция, да, поэтому, дорогие близнецы, подключайте интуицию и действуйте так, как вы воздушный знак, и вам немножко сложно определиться, куда вы идете, вы очень быстро распыляетесь, не можете устоять на своем, поэтому здесь четко понимайте, кто вы, куда вы идете, да, прислушивайтесь к интуиции, но не рассчитывайте на нее настолько, чтобы доверять только ей. Практичные, прагматичные действия поставят вас туда, куда необходимо. Поэтому, дорогие, если вы меня спросите, что хорошего и что плохого принесет этот лунный цикл, ну что хочу сказать. Сложно будет жить по-старому, потихоньку будут происходить ситуации нового, все будет такое ощущение, что почва уходит из-под ног, да, как будто все, что мы делали, просачивается в никуда, просто потому что отживает, перестает быть нужным и интересным и важным, да. Сложно будет со стабильностью, да, еще раз скажу. Проще будет в новых проектах, креативных проектах, экстраординарных проектах, которые вы давным-давно думали, хотели, волновались, боялись, но не получалось, да? Внедряйте, запускайте. Уран может проявить себя совершенно по-разному, то есть даже то, что вы думали уже никогда не выстрелит, ну почему нет? Выстрелит, как раз-таки Уран с новым лунным циклом вот эту энергию даст, да? Эффект может быть совершенно разный, не тот, который даже вы ожидали, но он однозначно будет. Отслеживайте, что будет происходить, потому что, конечно же, будет страшно. Конечно же, будет страшно, потому что Лилит как раз-таки перешла в знак Девы, и захочется такой внутренней стабильности, и мы интуитивно будем хотеть стабильности, интуитивно будем хотеть заработать, и все наши действия будут настроены на практичность, на прагматичность. Это нормально, это хорошо. Главное, не уходите очень сильно в прагматику, да, потому что, ну, знак Скорпиона, он такой достаточно эмоциональный, да, он хоть и финансовый знак, ищет выгоду, но все-таки это знак больше за эмоции, за чувства. Сложно будут продвигаться и делаться дела, которые не нравятся, которые вот прям тяжело, навзрыд, без настроения, да, то есть без эмоционально приподнятой вот этой нотки, да, зато прекрасно будут получаться творческие проекты, проекты, у которых есть душа, проекты, которым, ну, то есть все сердце туда ждет, вот эти вот эмоции, настроения, которые продвигают вперед, воодушевляют, собирают вокруг себя людей, да, эти проекты будут идти хорошо. Будут идти плохо сложные дела. Но я вам хочу сказать, если дела идут сложно, и вы реально понимаете, осознаете, что это дело вам необходимо, имеет оно определенную важную цель, то есть как звено в цепочке, да, делайте, несмотря на то, что оно сложно. Ни в коем случае не надо отказываться от тех дел, от тех планов и проектов, которые вы себе наметили, идете давным-давно, и они получаются сложно. Нет, просто иногда должно быть сложно для того, чтобы потом оценить всю суть и прелесть того, что вы задумали, да, всего того, что вы затеяли. Если же у вас по какому-то определенному вопросу, проекту есть там вопросы, вы хотите понимать, так это или не так, пишите в комментариях вашу дату, время, место рождения, где вы проживаете, я отвечу вам, как на вас влияет сейчас эта работа, и вы быстренько разберетесь. Тяжелая работа, она нужна для того, чтобы мы понимали ценность, да, того, что мы делаем, ценность своих трудов. Ни в коем случае не нужно думать, что у всех все всегда дается легко. Нет, нам всегда кажется, что у соседа трава зеленее, но мы же не знаем, что там, сколько он удобрений вложил, да, в эту траву. Поэтому, дорогие друзья, ни в коем случае не принижайте свой труд, ни в коем случае не завышайте требования к другим людям. Просто, понимаете, идите своей дорогой, куда необходимо идти. Итак, про работу рассказала. В работе действуйте, идите куда необходимо,
Да, будет сложно, но Скорпион такой знак, что он заставляет нас трудиться в условиях неопределенности, в условиях, когда сложно, в условиях, когда уже терпения не хватает, да. Здесь необходимо именно на внутренних эмоциях понимать, куда мы идем, зачем мы идем, и тогда будет становиться, понятно, будет становиться легче. Как говорится, если знаешь зачем, путь становится легче. Поэтому понимайте и осознавайте, зачем вы туда идете, куда вы себе наметили цель. Может быть, вы передумаете, да, идти к какой-то цели, да, но здесь история заключается в том, что это если разложить всю жизнь, да, важно в итоге, да, во всей жизни, это не результат, что все мы умрем. Ценность всей жизни именно в пути, в котором мы проходим. Поэтому точно так же, с такой же философией относитесь и к всем планам, которые вы себе назначили, к работе, к личной жизни. То есть не конечный итог, да, что вот все, я вышла замуж, я женился и все стало классно. Нет, суть пути в самом именно пути, то есть те эмоции, чувства, которые дает нам этот путь. Про работу рассказала, поехали про личную жизнь, да. Естественно, месяц сложный, месяц эмоциональный. Новолуние открывает вот такой мощный, бодрый заряд энергии, да. Кстати, кто не смотрел видео, каким будет ноябрь, посмотрите, в конце ролика прикреплю все ссылочки на другие интересные видео, просматривайте, планируйте, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Очень люблю на них отвечать, да. Личная жизнь, конечно же, будет попадать я бы так сказала, под расстрел, да, потому что очень сложно в условиях вот такой неопределенности, да, в работе, в условиях такой серьезного продвижения своего, да, как раз-таки быть стабильными в личной жизни. Это классика, это такая простая обычная классика, когда начинает хромать личная жизнь. Поэтому здесь не выставляйте счета, не собирайте чемоданы, не разводитесь, подождите, да. Новолуние будет очень сильное, очень мощное, воля наша будет слаба, захочется вспылить, захочется поругаться, захочется со всеми поругаться, даже не просто с любимыми, с друзьями, в том числе с коллективами, с группами, с работой, с коллегами. Но здесь, пожалуйста, правда, будет очень мощное новолуние, потому что аж 2 пёселя ко мне пришли, да. Поэтому здесь запаситесь терпением. Буквально пройдет несколько денечков, и с 18 ноября уже вот все станет полегче. Уран выйдет как раз-таки будет спадать вот эта оппозиция к Солнцу, будет становиться легче, проще. Главное вот в эти несколько дней, да, 5-6 дней с новолуния не совершать вот этих резких моментов обнуления. Захочется, не надо этого делать, запаситесь терпением, проведите работу там над собой, поймите, что вот то, что происходит сейчас, это необходимо для роста и для развития, потому что Уран однозначно подкидывает те уроки, в которых необходимо расти. Да, это уроки, когда захочется вспылить, прокричать, высказать все. Выскажите, проэмоционируйте и поймите, что где-то надо было сделать так, а где-то нет. Но главное в это время терпение. И вы скажете: я нетерпеливый человек, что делать, Женя, почему опять терпение? Потому что, ребята, терпение — это тот самый знак и качество, на котором строится весь мир. Да, не было бы терпения, не было бы нас с вами, потому что все любые проекты долгосрочные, даже рождение детей, они все строятся на терпении. Как говорится, можно сколько угодно хотеть ребенка, но получите вы его не раньше, чем через 9-10 месяцев, да. Поэтому, дорогие друзья, терпение — основа всего. И самая главная мысль в этом ноябре. Опасности, которые ждут нас всех в это новолуние, это, конечно же, эмоционально нестабильность может давать сбои
в технике, несмотря на то, что ретроградного Меркурия нет, но все же Уран тоже отвечает за технику, но большая, самая опасность, которая может быть, будьте аккуратны на дорогах, вождение, будьте аккуратны за рулем, потому что все это будет основываться на эмоциональной нестабильности, да. Есть риск отвлечься и, в прямом смысле попасть в аварию, потому что аспект такой на небе Марс-Уран, отвечающий в прямом смысле за аварийные ситуации, поэтому будьте аккуратны за рулем. Будьте аккуратны в своих действиях, чтобы не получить какие-нибудь травмы, потому что Уран тоже дает переломы. И главное, почему я еще так очень сильно говорю, отслеживайте, куда вы идете, и понимаете, куда и зачем вы идете, потому что, иногда для того, чтобы нам не дойти к ненужной цели, нас останавливают какими-то абсолютно разными путями, там, кто-то где-то сломал ногу, билет на самолет резко там аннулировался, пропал, или невозможно с ним пройти в аэропорту, да, Уран отвечает тоже за аэропорты, поэтому все, что относится к пути, да, Уран это такой наш большой глобальный путь в этом мире. Если Меркурий это наш ориентир по жизни, вот здесь в пространстве близко, коммуникация, общение с нашими друзьями, с близким кругом общения, то Уран это наш путь такой в долгую, в глобальную, да, коммуникацию. Поэтому, дорогие друзья, необходимо для нашего же с вами потрясающего развития в это новолуние очень сильно задуматься о глобальном развитии. Куда мы идем? Зачем мы идем? Для чего мы идем? А может быть, путь, дорожку-то необходимо поменять, развернуться? Или же эта цель перестала иметь ту самую значимость, которую она имела ранее? Вот такие мысли. Интересные события будет давать новолуние. Я не хочу рассказывать про большие глобальные события, которые мы и так все с вами знаем и проживаем, потому что для каждого отдельного человека они несут свой характер и подтекст. И важно сейчас каждому из нас поставить свою жизнь на ноги для того, чтобы весь мир начал жить лучше. И я надеюсь, для вас это не пустой, как говорится, звук. Вы понимаете то, что я вам говорю, и понимаете это правильно. А если же у вас остались вопросы, не стесняйтесь, задавайте их здесь в комментариях под этим видео. Я обязательно на них отвечу. Дорогие, это была вся актуальная информация про новолуние, которое случится с нами совсем скоро, совсем на днях 13 ноября. И я желаю вам запустить новый лунный цикл с той самой мощной и обязательно приподнятой энергией развития. Потому что если же вы не понимаете всю важность, куда мы идем, что мы все-таки растем и развиваемся, несмотря на то, что наши года растут, а энергии у нас каждым годом все меньше и меньше, что вы все-таки развиваетесь, что вы все-таки идете в ту самую гору, да? Иначе, как говорится, вся моя работа зазря. Надеюсь, что была полезной. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И увидимся с вами в следующем ролике.